Здравствуйте! Как я из такой теплицы сделал такую? Поехали! В феврале потеплело, было плюс 15. Я зашел в теплицу. Выглядело ужасно. Поликарбонат был весь зеленый. Плюс грядки уже не устраивали меня, как это было ранее. То есть, когда первый раз сделал теплицу, установил, сделал грядки, занес грунт, все так было идеально, мне нравилось. Но со временем эксплуатации теплицы я понял, что нужно что-то менять. Плюс мне не нравились узкие дорожки, потому что когда все зарастало, то очень неудобно было ходить. Это надо было согнуться, где-то что-то поправлять. Я все-таки решился, думаю, надо начинать с чего. Я вынес весь грунт. Я решил, что посередине будет широкая дорожка, где можно будет нормально ходить. И если даже огурцы будут вырастать высоко, то можно спокойно поставить лестницу или что-то и снимать их. Тройка — это очень тонкий поликарбонат. Новый поликарбонат был куплен шестерка. Есть маленькая теплица, и я там поставил четверку, и я понял, что можно и шестерку, наоборот, лучше будет. Когда уже все выкопали, поликарбонат старый сняли, поменяв поликарбонат, я почувствовал, насколько все-таки он больше держит тепло. Также со временем понял, что нужно сделать тамбур, потому что лестница, которая будет выступать, вот этим крайним грядкам невозможно будет подойти. Поменял поликарбонат, после этого мы занялись уже внутренними работами. Утеплили по периметру теплицу пеноплексом, потом натянули сетку обмазали плиточным клеем. Не важно, что он вот такой пояс, он должен быть таким, для того, чтобы мог зацепиться второй слой. После этого начали делать декоративный бетон. Цемент несколько дней высыхал, так как погода менялась, то было принято решение, как только потеплеет, тогда будем красить стены. Наступил тот момент, когда уложили плитку. Многие говорят, что можно бассейн устроить. Выпал снег. Ну, говорят, как всегда, на короткий период. Ну, давайте заглянем вниз. Теплица. Теплица тепло. Земля мокрая. Зато все хорошо. Все тогда. Мы это завершаем. Так, тут у нас плиточка здесь лежит. На выходе. Наступила зима. Она, как всегда, не дала работать. Покрасить арт-бетон перед тем, как уже засыпать основной грунт, вносить какую-либо органику. Когда высохло, то приступили уже к покраске. Кстати, за это время сделали ступеньку. Или у нас есть ступенька, в которую можно ходить спокойно. Завершили покраску. Сейчас сохнет. Ну, так выглядит. Купил канализационные трубы для того, чтобы сделать вентиляцию. Забор воздуха берется сверху, трубы идут по всему периметру под грядами, и выходит такой прохладный воздух. После того, как сделали вентиляцию, по уровню труб засыпали песок. Засыпали трубы. Это будущая вентиляция. Теперь сейчас я буду носить сюда органику. Это у нас уже перегной. И дальше уже пошел навоз, чернозем, земля. Все это вперемешку с листьями совсем создали грядки. Переложил дорожку на песчано-цементный раствор, чтобы уже была она более устойчивая. Потому что за время пользования, когда заносили песок, грунт, она где-то дала усадку. И останется только вентиляция. Вот такая работа проделана. Забор воздуха отсюда и отсюда. И получается, они хотя бы вот так циркулируют воздух. На протяжении нескольких лет росли огурцы с этой стороны помидоры. Еврокуб, благодаря ему здесь поливочная система, подключена 2 теплицы.
Вот это большая теплица и маленькая. Благодаря новым технологиям можно сделать и умную теплицу. Подведу электричество, подключу выключатель, который можно управлять с помощью смартфона, а также термодатчики, и светодиодная лампа будет висеть в то время, когда вот мало света. Это сентябрь-октябрь и начало марта, может и февраль. Все зависит от как будет тут комфортно в теплице. Сейчас буду высаживать низкорослые томаты, которые можно от семечки, когда вот поспеет томат, то можно потом семечки высушивать и использовать вторично. Это не гибридные томаты. Здесь тепло в теплице, так что можно спокойно работать. Сейчас постепенно обживаемся, и теплица становится таким местом для релакса, для отдыха, когда приходишь, что-то пощипал, что-то полил, просто отдохнуть душой и телом. Это не ради денег. То есть кто-то думает, что можно было столько денег вкладывать и покупать томаты в магазине. Нет, так же самое можно сказать и про рыбалку, и про охоту. Зачем куда-то ходить, когда вот можно это? Это все вот для отдыха, для души. Просто отдохнуть, поковырялся, позанимался. Это как йога-грядка можно назвать. Релаксация на грядках. Когда просто отдыхаешь, музыки нету, природа. Вот так постепенно обживаемся. У меня на этом все. Пишите свои комментарии. Пока-пока.